Сегодня мы поговорим с вами о самом знаменитом тюнинг-ателье мира, которое перевернуло автоиндустрию, позволив обычному человеку, вроде нас с вами, сесть за гоночный автомобиль и использовать его на дорогах общего пользования. Да, и это AMG. Я расскажу вам не только историю возникновения компании, но и поговорим с вами о том, куда компания идет в 21 веке. Так что пристегивайте ремни, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чефир и пельмени и идем на тверд. Компания AMG начинает свою историю в 1967 году и называется в честь двух ее основателей по первым буквам фамилии и названию города. Первый основатель Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхерм. Компания была основана в немецком городе Гроссеспаш. Созданная фирма была расположена в помещении бывшей мельницы и называлась Бюро конструирования и тестирования гоночных автомобилей. Яма для осмотра автомобиля была вырыта вручную. Довольно долго даже сотрудники Mercedes-Benz, которые впоследствии стали коллегами, не знали о существовании такой фирмы, как AMG. До этого два инженера работали конструкторами отдела концерна Daimler-Benz над испытанием спортивных автомобилей 300 SE, пока концерн не принял решение приостановить свое участие в автоспорте. И тогда в 1967 году они создают свою собственную компанию по разработке и испытанию гоночных двигателей под названием AMG. Согласно исторической информации, представленной Mercedes-Benz, первым клиентом компании был владелец Mercedes-Benz из города Киль, который расположен на берегу Кильского залива Балтийского моря. Клиент из Киля считался первым частным клиентом молодой компании. Говорят, что этот первый клиент был сильно увлечен автогонками, когда узнал про ателье. Ему рассказали о гараже на юго-западе Германии, мастера которого могли выжать последнюю каплю крутящего момента из двигателя Mercedes-Benz. Это было как раз то, что нужно было клиенту, он решил направиться в гараж. После долгих поисков владелец Mercedes-Benz оказался напротив двух крошечных дверей гаража, который был расположен на старой мельнице. Двери были настолько малы, что клиент не был уверен, сможет ли он въехать на Mercedes в гараж. Неужели это то самое место, подумал посетитель, и решил войти внутрь. И он спросил, а где я могу найти AMG? Механик ответил, вы находитесь как раз в AMG гараже. После выполненной работы клиент из Киля взял свою машину и отправился домой. Он почти доехал до Франкфурта, но развернулся и отправился обратно в AMG. Пораженные механики не могли поверить в то время, что всего лишь спустя 3 часа их первый клиент вернулся обратно. На их удивление, владелец проделал весь этот путь лишь для того, чтобы лично выразить глубочайшее удивление механикам и высказать им огромное спасибо за работы, проделанные над его Mercedes-Benz. Механики были воодушевлены таким поворотом дел, и с этого момента началась история AMG. Последующие 3 года молодая компания AMG занималась выпуском автомобилей на базе седанов Mercedes-Benz 300 SE. И однажды беда владельца такого авто превратилась в удачу для молодой мастерской. В результате был приобретен разбитый Mercedes-Benz 300 SEL за $6000, в то время как новая машина стоила 20. И работа над превращением машины в гоночный болид началась. Механики AMG увеличили объем двигателя, модифицировали распределительные валы и впускной коллектор, а также доработали тормоза, подвеску и ряд других узлов автомобиля. Инвестиции молодой компании в этот проект превысили $100 000. За 2 недели до 24-часовых гонок в СПА, Бельгии, инженеры AMG решили отработать свое творение на трассе в Хокенхайме. Но, к великому сожалению, пилот Гельмут Каллинс разбил авто, и теперь инженерам AMG приходилось работать днями и ночами, чтобы подготовить машины к дебюту в СПА. После неимоверных усилий Mercedes-Benz AMG был готов к гонкам в срок и оставалось найти пилотов. Однако несколько пилотов отклонили предложение, ссылаясь на большой вес авто. В итоге пилотировать Mercedes-Benz согласились Hans Haier. Говорят, что победителя видно уже на старте, однако Mercedes-Benz 300 SEL с двигателем 6,8 литров с бортовым номером 35 поначалу совсем не производил такого впечатления. Имея боевой вес 1635 килограмм, самый скоростной серийный седан своего времени, на фоне изящных Alfa Romeo GTA, Opel Steinmetz и Ford Capri выглядел великаном среди карликов. Однако под его капотом сердито рычал двигатель AMG V8, развивающий 428 лошадиных сил. За рев мощного V8 автомобиль называли красной свиньей. А при разгоне пилоты видели конкурентов в основном в зеркале заднего вида. Несмотря на проблемы с шинами и постоянными дозаправками, огромный огненно-красный
красный седан с логотипом AMG на ветровом стекле под номером 35 примчался к финишу в СПА первым. Инженерное бюро AMG после этой победы сразу стало знаменитым. На фирму тут же стали сыпаться заказы по доработке моторов. Большое количество поклонников автогонок пожелали иметь в своем арсенале заряженную машину. В 1977 году компания AMG в рамках марафона Лондон-Сидней подготовила 4 седана на базе Mercedes-Benz 280E. Эти автомобили были заявлены как частные, однако они получили мощную поддержку со стороны завода Mercedes-Benz. Пробег протяженностью 19 тысяч миль автомобили Mercedes-Benz AMG закончены на первом, втором, шестом и 8 местах. В конце 70-х годов AMG стало тесно на своем заводе и появилась необходимость в новом, более просторном помещении. 40 сотрудников компании перебираются в город Аффальтербах в 1978 году. Оттуда можно встретить и новую эмблему AMG – круг, разделенный на две половины. До середины 80-х годов AMG выпускала аксессуары и обвесы к различным моделям Mercedes-Benz того времени. В стандартный пакет AMG входили 15 или 16-дюймовые диски ATS с шинами AMG. Кстати, такие диски стояли на моем C36. Спортивные сиденья Recaro, окраска всех хромированных деталей кузова, цвет кузова или в черный цвет, спортивный руль AMG меньшего диаметра, чем штатный руль, более жесткая заниженная подвеска, аэродинамический передний бампер AMG, задний спойлер, измененный распределительный вал, настроенная система выпуска, увеличивающая количество лошадиных сил и в редких случаях пятиступенчатая механическая коробка передач. С появлением AMG Hammer в 1986 году, построенного на базе Mercedes-Benz V124 кузова, AMG переходит на качественно новый уровень. AMG построили самый быстрый пассажирский седан в мире. V124 Hammer оказался первым в мире седаном, который преодолел барьер в 300 км в час. Сегодня это даже скорость, которую способны развить лишь небольшое количество серийных автомобилей. Впервые полноценный седан с просторным четырехместным салоном, багажником, свойственным Мерседесам комфортом и точной прямолинейной устойчивости был способен на такого рода скорость, которая до этого была уделом бескомпромиссных спорткаров, чьи владельцы часто должны были мириться с сомнительной устойчивостью, сложностью управления и недостаточным комфортом. Седан для обычного человека, который едет как Ferrari Testarossa. И сейчас эти машины продаются на аукционах по $500 000. Время идет, компания побеждает на большом количестве различных гонок, гран-при и мероприятий, таких как DTM, обходя там абсолютно всех. Все разработки, которые тогда были в автоспорте, они планомерно внедрялись в гражданский транспорт AMG. В 1987 году AMG становится самой успешной компанией немецкого туристического автомобильного чемпионата. В городе Аффальтербах открывается уже второй завод AMG. В компании теперь работает не 40, а 400 штатных работников. Заключено партнерское соглашение с Daimler-Benz, предусматривающее более широкое сотрудничество, нежели узкопрофильное производство гоночных автомобилей. И уже в 1993 году на рынке появляется первый автомобиль, разработанный на основе соглашения о сотрудничестве с Daimler-Benz. И как вы думаете, какая вот это была машина? Все правильно, это был Mercedes C36 AMG, красавец, которым довелось завладеть и мне. Вернее, как завладеть? Собрать его из говна и палок? Ну, это можете посмотреть на моем канале. Этому было посвящено вообще создание этого канала. В 1996 году на Женевском моторном показе AMG представила модель E50 AMG. И с этого момента из изготовителя двигателей компания превратилась в производство автомобилей. Да, кстати, я помню эту машину. Первая AMG, к которому я прикоснулся, за рулем этой машины был мой знакомый. И именно с этого момента я просто влюбился в этот, вообще в AMG, в его философию. Очень приятные чувства, на самом деле. На предприятии был установлен широко известный принцип One Man, One Engine. Один человек, один двигатель, действующий и по настоящее время. Он подразумевает, что каждый двигатель компании собирается вручную. Мастер-сборщик на мануфактуре AMG в Аффальтербахе всегда самостоятельно собирает весь силовой агрегат и всегда отвечает за весь сборочный цикл, начиная от присоединения коленчатого вала к блоку цилиндров и монтажа распределительных валов, вплоть до подключения проводки двигателя и наполнения его моторным маслом, о чем свидетельствует его личная подпись на табличке двигателя AMG. Поэтому, если ваш двигатель AMG выйдет из строя, вы всегда знаете, кому можно валить
за прекрасно проделанную работу. В начале 2000-х AMG сосредоточилась в основном на двигателях V8 и V6 с наддувом, то есть имеется в виду с компрессором. Эксперименты с компрессором для Mercedes-Benz не новы. Мы с вами в прошлом видео рассматривали, как сын Даймлера начал экспериментировать с компрессором еще в начале 20 века. И эта технология вообще была применена даже на Мессершмитте времен мировой войны. Компрессор намного надежнее турбины, и при нужной настройке он даже иногда более производительные турбины. Доказательством этому может служить тюнинг-ателье Moscow Supercharge, на канал который вы можете пройти, посмотреть, как они тюнингуют старичков в 211 кузове, который прямо сейчас натягивает Lamborghini, GTR, Porsche и все, что только возможно. И они надувают 112 и 113 двигателей на компрессоре. Компрессор выигрывал у турбины более ровной полкой момента наддува. Хороший старт у машины получается. Наполеона стартует лучше, чем полноприводная Audi 8 битва. Но с появлением двойной и тройной турбины компрессор начал терять свою актуальность. Плюс, конечно, технология компрессорного наддува менее универсальная, чем обычная турбина. Если турбину можно поставить хоть и на ваш домашний пылесос, и он полетит, то компрессор это не такая уж универсальная запчасть. Особенно на двигателе в 6 и 8 котлов, которые ставятся в развале блока. Производителей компрессоров в мире не так много, но их можно пересчитать по пальцам. Мне кажется, отказ от компрессора прежде всего было связано с тем, он обладал повышенной шумностью и воем от подшипников компрессора. Но сама по себе технология не давала экономичности и не давала экологам нормально спать ночью, в отличие от турбин. Компрессор и навесное оборудование для него увеличивает и без того тяжелый двигатель и перегруженную морду Mercedes, которая и так никогда не славилась нормальной маневренностью. Также, насколько я помню, были эксперименты с V203, когда AMG выпустила специальную заряженную дизельную версию с шильдиком C30. Но, по всей видимости, эта задумка не пошла, потому что в желании конкурировать с дизельными Audi человек не хотел покупать растящий дизельный двигатель, хоть даже и от AMG, когда существовали более вменяемые бензиновые альтернативы. Дело в том, что в истории AMG настолько много аспектов, о них можно говорить просто часами. Но вот несколько интересных фактов о компании. В 1989 году для популяризации на японском рынке AMG создала Starlink-пакет для Mitsubishi Galant. Автомобиль выпускался всего год и особым успехом не пользовался. Но зато сейчас за подобными экземплярами идет настоящая охота. В 1994 году был подписан другой важный контракт, на сей раз между Mercedes-Benz и Pagani, согласно которому немецкая сторона обязывалась поставить на тот момент самый объемный для автомобильного строения 7,3-литровый двигатель AMG для суперкара Zonda. В 1997 году, после сворачивания программы выступлений в ДТМ, AMG строит автомобиль для гонок на выносливость в Лимане. И все складывается не так здорово. По всей видимости, инженеры AMG настолько перетрудились с аэродинамикой, что эти машины начали летать как консервные банки. А уже в 2005 году AMG полностью переходит под крыло Mercedes. А Ханс Вернер Аухрихт посвящает себя полностью гоночному подразделению. Кстати, тогда был и выпущен экстремальный Van R63 AMG. Да, я помню, этот момент не пользовался спросом, но сейчас, опять же, за этими экземплярами охотятся коллекционеры. Это минивэн! AMG поняли, что нужно расширять линейку своих творений, и в 2013 году был создан молодежный A45 AMG. Именно A45 AMG дебютировал как самый маленький двигатель AMG с 2-литровым турбомотором на 360 сил, который разгонял полноприводный хэтчбэк до 100 км в час всего лишь навсего за 4,6 секунд. Свежая кровь. 2014 год. Харизматичная SLS заменил Mercedes-Benz AMG GT. И в 2017 году стартует Project One на франкфуртском автосалоне. Mercedes-AMG создает свой первый гиперкар, который будет оснащен 1,6-литровым турбомотором, построенным на базе той же самой Формулы-1. И суммарная отдача составила 1000 лошадиных сил. Только
Представьте, к 50-летнему юбилею AMG создает болид, который доступен для управления на дорогах общего пользования. В начале 2000-х имя AMG 63 ассоциировалось с массивным атмосферным V8 объемом 6,2 литра. Этот мотор — культ. Звук, отклик, мощность — все было механическим и настоящим. Но времена меняются. С 2015 года на смену пришел более компактный, но не менее агрессивный 4-литровый V8 битурбо М177, М178. Меньше объем, да, но две турбины внутри развала цилиндров и до 612 лошадиных сил. Это был новый этап. Больше мощности, меньше веса, низшие выбросы. Дальше еще круче. С развитием гибридных технологий Mercedes-Benz объединил этот V8 битурбо с мощным электромотором на задней оси, создав систему E-Performance. Легкая батарея с прямым жидкостным охлаждением по технологии Формулы-1, которой, как вы знаете, AMG имеет самое прямое отношение. Теперь, например, AMG GT 63S E-Performance выдает 639 лошадиных сил, электромотор еще 204, а суммарно 843 лошадиные силы и 1500 ньютонометров. При этом расход топлива как у обычной четверки, а разгон быстрее, чем у многих суперкаров. Стоит отметить изобретение AMG – задняя трансмиссия с двумя скоростями. Электромотор соединен с двухступенчатой коробкой передач, встроенной в задний мост. Первая передача для резкого старта и ускорения, а вторая автоматически включается на высоких скоростях, примерно после 140 км в час. Это обеспечивает максимальную эффективность и постоянную тягу во всем диапазоне скоростей. Инженеры AMG всегда знали, что их автомобили едут хорошо по прямой, но как только дело касается крутых поворотов, их прямые конкуренты Audi и BMW начинают наверстывать. И тогда они, переманив инженеров из Porsche, начали делать автомобили полностью на новых полноприводных платформах. Но в этот же момент новые популярные Теслы не дают покоя AMG. Поэтому инженерами были созданы модели UKE и UKS Fomatic Plus. Это не просто автомобили шединков AMG. Это машины, разработанные инженерами Affalterbach с нуля. Два мощных электромотора на каждой оси, постоянный полный привод и сразу, начиная от 1000 ньютонов, крутящий момент. Плюс звук AMG Sound Performance. Это генератор искусственного электрозвука как в салоне, так и снаружи. Быстрая реакция на газ, как у гоночных болидов, батарея высокой производительности и запас хода до 600 километров. Когда-то эти машины, созданные двумя энтузиастами в обычном гараже, восхищали людей на гоночном треке и будоражили на улицах. В этих машинах было все: настоящий звук, металл, мощь, все было настоящее, не электрическое. Но, к сожалению, Европа уже в 2035 году планирует полностью отказаться от производства и продажи двигателей внутреннего сгорания и перейти полностью на электричество. Вот это полностью, электрический гелик. Еще один электрический гелик. Поэтому следующее поколение, наверное, сможет увидеть эти машины только лишь в музеях, как доисторических динозавров, к сожалению. Мы с вами живем в последние дни эпохи, когда у нас есть хотя бы что-то настоящее, потому что уже скоро нас всех, наверное, заменит искусственный интеллект, поэтому я тебе предлагаю подписаться на этот канал, пока не поздно, потому что на этом канале будет еще очень много чего интересного. И я знаю, что многие из вас очень хотели бы купить себе AMG, может быть, у вас пока нету такой возможности, но я в вас верю, у вас все получится, потому что сейчас у вас хотя бы появилась частичка истории AMG. И вот этот ключ, этот ключ от Шкоды не подходит. Блин, ну как же на них заработать?